Добро пожаловать. Ретро-консоли, конечно же, это очень прикольные штуки, которые мы все очень любим, но у всех у них есть один, скажем так, небольшой недостаток, а именно их размер. Но, к счастью, сегодняшний девайс лишен такого недостатка, и на этот раз будет девайс под названием Miyoo A30. У компании Miyoo, конечно же, есть всякие девайсы под названием Mini, Mini Plus и прочее. Но, как по мне, это самый маленький девайс и самый интересный. Посмотрим же, как, что и почему он выглядит. Я сомневаюсь, что он идет именно изначально вот в таком чехле, но мне почему-то прислали именно в таком чехле, поэтому ни коробки, ничего. Скорее всего, приколы продавца. Здесь у нас типичная для Miyoo Mini инструкция. На английском и, собственно, на китайском. Прошу обратить внимание на вот это вот меню, к чему я вернусь позже, потому что не все так однозначно, как хотелось бы. К счастью или сожалению. Далее. Тут идет обычный Type-C провод питания и кое-что еще, о чем немножечко позже. Собственно, сам девайс. Просто крохотный. Да нельзя. Для сравнения, вот пульт от Apple TV, чтобы понимать, насколько он маленький. Ну и посмотрим на его порты. Сверху у нас кнопка домика, USB Type-C, плюс-минус, ну и, конечно, бамперы, но это уже стандарт. Итак, на правой стороне у нас кнопка включения. На нижней части у нас, собственно, только разъем для SD-карточки. И на левой стороне вообще ничего нет. Собственно, задник у нас выглядит вот так вот. И мы понимаем, что здесь выбрана самая лучшая цветовая схема из всех возможных, а именно тот самый. У всех был, а именно Nintendo Family Computer или же Nintendo Famicom. Конечно же, я говорю о Денди. Ни у кого не было этих фамиконов и в помине. Но можно было заметить очень странную вещь во всех этих портах и прочее. А именно, я ни разу не упомянул джек. А джека тут, собственно, и нет. Собственно, поэтому здесь и присутствует вот такой вот адаптер. Да-да. Переходнички для наушников добрались и до портативок. Это ли не чудо, это ли не прогресс? Итак, включим девайс и посмотрим, что же он из себя представляет. Итак, загорелся огонек. Miyoo Mini, Linux, все, в принципе, классно. Ну и поскольку здесь у нас небольшое пространство, я думаю, надо немножечко увеличить кадр. И вот так, я думаю, будет в самый раз. Собственно, посмотрим, что из себя представляет этот Miyoo Mini. Итак, здесь у нас мы видим приложение, RetroArch игры и все такое. То есть, в принципе, стандартное для этих маленьких компьютеров и девайсов набор. Но чтобы более интересно все слышать и все понимать, мы возьмем, конечно же, вот этот вот донгл, который не хочет фокусироваться, но не важно. И, собственно, все готово для игр, чтобы можно было играть и радоваться жизни. Зайдем в настроечки, посмотрим, что у нас тут есть. Выкрутим немножечко звук, добавим еще немножечко звука. И вроде, по идее, можно уже посмотреть на игры. Например, начнем с самого простого, например, Game Boy. И что-нибудь тут интересное, например, Tekken. Как же он тут будет работать? И будет ли вообще работать? Уже видим, что запускается RetroArch. Выберем аркаду. И, собственно, вот, Game Boy отлично работает, без всяких проблем, без всяких нареканий, что, в принципе, очень хорошо.
и я даже смог кого-то победить. Это ли не чудо, и это ли не радость? Но нажмем на верхнюю кнопочку и видим, здесь у нас меню со сейфстейтами и прочим. Также можно нажать на вот эти две кнопки, и мы получим меню Retro Arch. Все прям классно. Но лучше всего выходить через меню. Далее у нас, конечно же, Mega Drive. И на Mega Drive есть очень интересная игра, которую я всегда тестирую. И это, конечно же, игра про кролика или же Tiny Toons Adventure. Тут у нас все отлично. Экран, конечно, здесь довольно хороший. Ну, как для такого девайса, скажем так. Ну, в принципе, все хорошо здесь. Эмуляция идет, ворона летает, кролик прыгает. Что еще нужно? Учитывая размер данного аппарата, он просто махонький. Чем-то напоминает RG-28 от Enbernic. Но только сделан в разы, просто на голову выше, чем тот девайс. Это вот прям чувствуется качество, нежели тот девайс. Но можно понимать, что Sega здесь будет работать без всяких проблем, поэтому пойдем дальше. А дальше мы пойдем на PSP. Из PSP тут, конечно, у нас уже видно, что выбор у нас не особо велик. Скажем так, допустим, запустим Ridge Racer и подождем немного. Я специально не буду вырезать, что он и как тут запускается, работает, чтобы ощутить весь спектр. Proceed with above choices. Please select a machine class. Commandant Vieira made to get ready to race. Oh yeah, the course is in excellent condition. Is your car tuned perfectly? Get ready. The race is about to begin. И видим, что FPS тут такой себе. Неплохой и не хороший. Но что-то да может выдавать. Если, конечно, включить фреймскип, включить все, и, возможно, мы что-то дополучим. Но в данный момент, к сожалению, это просто печалька и боль. Просто боль от осознания того, что даже PSP здесь работать не будет. Но, в принципе, что еще ожидать от девайса за такую цену-то? Особого ничего ожидать не надо. Ну, PSP здесь не работает. PlayStation 1. PlayStation 1, конечно, здесь будет работать без всяких проблем. И в этом мы убедимся с помощью Resident Evil 3. Очень надеюсь, что это будет как раз-таки Biohazard, а не Resident Evil. Или, возможно, даже китайская версия, из которой я по ошибке вышел. Но бывает. Поэтому на эти две кнопки, если вы будете девайс покупать, лучше всего не нажимать, иначе будут такие неприятные казусы. Начнем новую игру. Отличный режим для меня Easy, на котором я тоже не могу пройти эту игру. Но что поделать? И можем видеть, что проблем вообще нет. Просто 0 проблем. PlayStation 1 работает просто идеально. А что еще ожидать, если даже на девайсах Symbian можно было получать из PlayStation 1 относительно нормальный
фреймрейт. Хотя, возможно, я путаю с ранним андроидом. Но неважно, не суть до дела. По итогу, что вообще этот девайс из себя представляет? Этот девайс у нас обычная портативочка на обычном и непонятном чипсете. Ну, понятно, скорее всего, это рук-чип, всеми любимый, которая стоит недорого, которая запускает много игр, и, что самое главное, она очень маленькая. Если кто-то не понял, пример с пультом от Apple TV, вот вам, пожалуйста, SSD M2 2280, чтобы более лучше понимать размер данного аппарата. И что еще интересное, я заметил, если мы пойдем в настройки и выключим аппарат, далее мы берем, вытаскиваем карточку, собственно, вот она, которая идет с этим аппаратом. Далее мы включаем его. И, о боже, у нас появляется то меню, которое было в настройках. Это ли не чудо? Это ли не чудо? Это, конечно же, чудо. Но стоит заметить, что игр у нас нет, потому что игры все-таки на карточке. Поэтому, скорее всего, продавец, у которого я это купил, на Алиэкспрессе, что удивительно, почему-то добавил тут еще одну прошивку. Странно это, конечно. Но, в принципе, нормально. И теперь подытожим насчет этого замечательнейшего, великолепнейшего, солнцеликого девайса. Стоит ли его покупать? Однозначно сказать да, просто невозможно. Потому что некоторые скажут, он слишком маленький, другие скажут, у него не хватает еще одного стика, а третьи скажут, зачем ему вообще стик. Поэтому его стоит покупать тем, кому он просто подходит. Например, если вам нужен очень маленький аппарат, который может запускать довольно неплохо все игры до PS1 относительно, потому что некоторые эмуляторы этот девайс просто не вывезет. Например, если мне память не изменяет, это Sega Saturn. Там нужна просто мощь и Snapdragon 8 Gen 2, Gen 3 еле как-то на 100% их вывозят. Эти девайсы просто на это не способны. Однако, если это какая-нибудь Sega, Dendy, SNES, и вы готовы мириться с тем, что эмуляция будет не идеальная, как, собственно, на многих девайсах такого типа, то этот аппарат за свои деньги, в принципе, с натяжечкой, ну, можно сказать, классный. Если вы его найдете за $30, за $25 даже, то это просто must-have, и надо просто не думать, а покупать. Тем более вот в такой замечательной расцветке, раскраске и прочем раз. Следовательно, покупаем данный аппарат, ставим прошивочки кастомные, загружаем эмуляторы, подписываемся на канал, ставим лайк, говорим друзьям посмотреть все видео и, в конце концов, услышать эту фразу, что на этом все.